Друзья, всем привет! Продолжаем тему про видеонаблюдение. И сегодня у нас на обзоре очень интересное новое устройство. А именно, вот такая вот камера. Это у нас Anbiux модель P15Q на 8 мегапикселей с двумя объективами и мигалкой. Посмотрим же, что это за чудо. Поехали! И начнем мы, как обычно, с коробки. Приходит эта штука просто в огромной коробке на самом деле. Она реально гигантская. Это самое большое, наверное, что у меня приходило. И что же у нас на коробке? На коробке написано, что камера с поворотным механизмом, с Human Shape Detection, то есть она будет определять у нас человека, с инфракрасной подсветкой, с Bluetooth модулем для подключения, с Wi-Fi, она работает по Wi-Fi, напомню, с обратной связью, всепогодная, с картой памяти, либо с облаком, и работает на человека, как написано, Person and Vehicle Testing, то есть протестирована на человека и на транспорт. Нарисована сама камера. И написана модель. Модель P15Q на 12 вольт на 2 ампер-часа. Если быть точным, моделька P15Q 8 мегапикселей EU с евророзеточкой. Ну, а теперь посмотрим, что внутри. Итак, открываем. А внутри нас встречает сама камерка, в первую очередь. Инструкция по эксплуатации. В этот раз, кстати, достаточно коротенькая. То есть здесь написано немного всего. Просто где и как скачать приложение и как его на скоряк по Bluetooth подключить. Сама камера, она тоже огромная, хочу сказать, как и коробка. Такая немаленькая. Заглушка, наверное, на кронштейн. Да, сам кронштейн для подвеса. Блок питания. Наконец-то с черной камерой у нас черненький блок питания. Заглушечки на LAN-кабель. Дюбеля с болтиками для подвеса. Флешечка на 32 гига в комплекте. Это, кстати, опционально. Она может быть, может не быть. А может быть еще и на разные размеры. И все. Больше в комплекте ничего не идет. В принципе, комплект стандартный, полный. Сразу можно повесить, настроить и пользоваться. Что можно сказать по самой камере? Поснимаем все эти наклеечки, они нам не понадобятся. Верхний объектив стационарный, нижний объектив поворотный, вверх-вниз, влево-вправо. Два объектива, видно, что линза 3.6. Куча светодиодов. То есть такое ощущение, что здесь уже установлен какой-то лазерный прожектор, когда мимо будет кто-то пробегать, она будет в него стрелять. И я вам хочу сказать, что весь этот блок, это блок совмещенных вот здесь вот светодиодов инфракрасных. То есть она валит инфракрасным светом реально на метров 50-60. И он же целиком, весь этот блок обычных световых светодиодов. Она прям вот как настоящий прожектор светит, я вам это покажу. И сверху 3 инфракрасных светодиода и на вид 6 обычных световых. В общем, со светом здесь максимально все круто. Она будет освещать абсолютно любой двор. Там чуть ли не целую, наверное, автомобильную стоянку. Здесь у нас идет датчик света. Как я уже сказал, 2 Wi-Fi антенки. Тут ставится у нас SD-карточка и кнопка сброса. С обратной стороны у нас динамик. Камера с обратной связью, с приложения в нее можно говорить. И где-то здесь у нас в камере, вот скорее всего тут вот в этом отверстии, тут оно глухое, а здесь что-то есть. Тут будет стоять микрофончик. И самое прикольное, что в ней есть, это вот здесь. Здесь стоит синий, красный и синий светодиоды. То есть при обнаружении тревоги эта камера включает так называемую мигалку. Ну, еще можно, конечно же, звуковую оповещение сирену настроить. Мигалка прям красно-синяя, как на полицейской машине. Ну, в общем, вот такая вот огромная, на самом деле, огромная прикольная игрушка.
Подобную камеру, кстати, в подобном корпусе, но без вот такой штуки, мы уже с вами рассматривали. Видео будет вот по этой ссылочке. Мне кажется, что эта камера от той на самом деле мало чем отличается. Ну, вот здесь вот, конечно же, внешним видом, а начинка, мне кажется, будет плюс-минус такая же. По проводу питания мы видим, что здесь у нас идет подключение к нашему блоку питания, который 12 вольт и 2 ампер-часа. И также камерку, кроме Wi-Fi, можно подключать по LAN. LAN-кабель сюда протягиваем. При этом есть абсолютно все вот такие вот муфты-заглушечки, чтобы в дальнейшем в LAN не попадала влага. Это очень полезная штука. Что касается подвеса на стену. В комплекте идет вот такой вот крепежный кронштейн. Данную камеру можно крепить в двух положениях. В первую очередь мы протягиваем в этот кронштейн провода. А в дальнейшем либо его крепим здесь так вот, скорее всего. Вот так. Либо вот так. И вешаем ее на потолок. Вот в таком вот положении. Здесь, кстати, еще отверстие болтиком фиксируется. Либо берем этот кронштейн, поворачиваем его на 90 градусов и крепим вот так. Уже непосредственно к стене. В горизонтальном положении. Ну и опять же фиксируем здесь болтиком, чтобы он просто не уехал. При этом, если нижняя часть у нас идет целиком поворотная, мы ее с приложения поворачиваем влево, вправо, вверх, вниз, куда нам надо, то верхняя часть, вот здесь вот трещоточка на механизме, как выставили, так и повернули. Точнее, как повернули, так и выставили вот этот вот объектив. И он будет смотреть туда, куда вам надо. При этом, как и во всех подобных камерах, хочу напомнить, за конкретно тревогу и обнаружение человека отвечает именно нижний объектив данной камеры. Верхний в режиме тревоги объект не определяет. Основной здесь все-таки нижний. Ну что, а теперь подключим это чудо-устройство к мобильному приложению, посмотрим, как оно управляется, посмотрим, что оно умеет. После попробуем подключить его к компьютеру, к приложению VMS, и посмотрим, есть ли здесь наши любимые скрытые настройки, такие как отправка на электронную почту и на FTP сервер. Может быть, еще что-нибудь интересное завезут, посмотрим. И сделаем вывод, хорошая эта игрушка или нет. Поехали! Подключаем нашу камеру к родному приложению ITC. Как это делается к мобильному приложению, я подробно рассказывал вот в этом видео по ссылочке. Не поленитесь, посмотрите, там все максимально подробно рассказано. Ну, а теперь про сами камеры. Как видите, камер у меня уже подключено достаточно большое количество. На даче, у родителей и так далее. И, кстати, сейчас в Беларуси очень ясная и морозная погода, то есть на улице минус 20. Вот я открываю свою дачу, камеру на сарае. Как видите, камерки все отлично работают. Даже в такой мороз и 20, и 25 градусов. Вот мы посмотрим камеру на солнечных панелях, которую я тоже недавно рассказывал, и о том, что она уже работает там без вмешательства сама по себе уже почти больше, чем полгода. Как видите, и батарейка присутствует, и карточка в ней не умерла. Камерка работает, от солнца даже на таком морозе заряжается. В общем, мороза такие вещи не боятся. В целом все очень даже прикольно. Даже вот эта камера на 180 градусов, которая у нас на пороге висит. Смело можно брать и вешать. Ну, а теперь перейдем к нашей камерке. Итак, как видим, стандартный интерфейс камеры на два объектива. Верхний объектив – это картинка со стационарного объектива. Нижний объектив – это картинка с поворотного объектива. Как видим, изображение у нас идет в Ultra HD режиме. Можно переключиться на SD. Разница сразу видна на самом деле, ощутимо. В SD картинка гораздо хуже. Но и, скажем так, пропускная способность канала гораздо меньше нужна в SD качестве. Видим, отклик быстрый идет на камеру. Если переключимся на Ultra HD, то уже получается немножко тормознуто. Но опять же это зависит от качества интернета. А здесь камера на 8 мегапикселей. Чем больше количество мегапикселей, тем круче нужен интернет. Поэтому если вы повесили себе 5 камер на 8 мегапикселей, уверяю вас, стопудово система будет тормозить.
Поехали по органам управления. Как видим, в приложении сверху все наши стандартные иконки. Голос, обратная связь, динамик включить-выключить на самой камере, чтобы слышать, что происходит в помещении. Снять отрезок видео, сделать скриншот, переключиться между SD и Ultra HD изображением. В нижнем меню, в первой графе в реальном времени, можем видеть облачное хранилище, конечно же платное, разделение экрана на одну камеру и на 4. Это вот в моем случае, когда несколько камер, мы сюда нажмем и можем добавить другие устройства, одновременно видеть 4 камеры. В меню звуковая и световая сигнализация мы увидим настройки и чувствительность подсветки. В ПТЗ это покрутить поворотную камеру вверх-вниз, влево-вправо. У этой камеры есть функция отслеживания движений. Если ее активировать и помахать рукой напротив нижнего объектива, то камера будет поворачиваться за ним. Позиции под самым пристальным наблюдением и круиз-контроль — это точки, по которым мы выставляем в помещении, которые мы хотим быстро наблюдать, и камера по ним будет поворачиваться. И также настройки обратного хода ПТЗ — это инверсия, и просмотр альбома на карте памяти. Также сверху в меню воспроизведения мы можем увидеть, что у нас записала карточка наша, и в меню сообщения можем увидеть, если сработала какая-то тревога. Здесь будет предоставлен скриншот. Дальше перейдем в обычное меню, стандартное. Сверху жмем звездочку. В базовых настройках мы можем изменить имя устройства, поставить «Включить сигнал оповещения», также сделать инверсию влево-вправо, вверх-вниз на объективах, выбрать язык, по умолчанию английский, но, как вы видите, менюшка на русском, скорость поворота и режимы день-ночь и громкость динамика, которая регулируется от 0 до 100%. У этой камеры есть такая функция, как перевязка камеры. Это когда верхний и нижний объектив привязаны друг к другу, в том плане, что мы нажмем где-нибудь на экране на верхний объектив, и нижний объектив поворотный, эта камера повернется ровно в ту точку, куда мы нажали на верхнем объективе. Но этой функцией я не пользуюсь, мне она не кажется удобной. В управлении хранением мы можем посмотреть все о карте памяти, но карточка памяти в данный момент у меня здесь не вставлена. Он нас сразу перекинет на облачный сервис, а он платный. В настройках записи у нас идет качество изображения, время нарезки видеофайлов. Самое интересное здесь — это смарт-сигнал тревоги. Здесь мы можем включить тревогу и так называемый режим обнаружения людей — Human Shape Detection. А если мы не включим этот режим, то камера будет реагировать абсолютно на каждое изменение картинки в камере. Если мы включим этот режим, то камера будет реагировать только на фигуру человека, не на трясущиеся там кусты или деревья или на что-нибудь в этом роде, а именно только на фигуру человека. Это очень важно при видеонаблюдении за улицей. Что же касается еще настроек здесь в режиме тревоги, то конкретно вкладка «Режим тревоги», если мы сюда перейдем, нужно включить предупреждающий световой сигнал. Только после этого будет работать наша мигалочка. Если мы здесь включим аварийный сигнал, там тревога и так далее, то здесь мы можем выбрать разные виды сирены. Там свистящая сирена, привет, добро пожаловать, она может говорить, hello, welcome и так далее. При тревоге камера будет врубать какой-то звуковой файл, ну либо сирену. В настройках сети мы можем выбрать либо Wi-Fi сеть, либо так называемый режим АП, то есть режим автономной точки доступа. Здесь он называется режим ТД точки доступа. Он нужен для того, чтобы, если камера будет висеть там, где у вас нет Wi-Fi сигнала, а напомню, управляется она конкретно по Wi-Fi, то камера переходит в режим автономной точки доступа, сама вещает свой Wi-Fi, вы к ней подключаетесь в режиме, там, в радиусе 20 метров по Wi-Fi, настраиваете, поворачиваете туда, куда надо, можете там файлы скачать, настройки изменить. После этого уходите, и камера просто висит и снимает на флешку. Она не онлайн, она не в интернете, она именно вещает свой Wi-Fi для настройки. Чтобы управлять ей из любой точки мира, камера должна быть подключена к Wi-Fi сети с интернетом, то есть выйти в интернет. В расширенных настройках мы здесь увидим, что можно включить режим отслеживания движения,
а во вкладке об устройстве будет серийный номер для подключения к компьютеру, а также версия устройства, версия прошивки, ну и еще немножко всякой полезной информации. По мобильному приложению все. Теперь давайте попробуем подключить эту камеру к компьютеру. Поехали. Итак, подключаем нашу камеру к программке VMS. Как видим, все работает, и верхний и нижний объектив у нас работают. Как подробно подключить данные камеры к этой программке, я рассказывал вот в этом видео. Посмотрите по ссылочке, не поленитесь, если вам интересно, как это делается, там все очень максимально подробно рассказано. Все там. Здесь мы это затрагивать не будем. И в первую очередь, что нас интересует в данной программке, это ее скрытые настройки в конфигурации, в которые нельзя добраться в приложении ITC на мобильном телефоне. Значит, заходим на камере в конфигуратор. Заходим в настройки сети. И что мы здесь видим? А видим все, что нам нужно. Здесь присутствуют и настройки по электронной почте, и настройки FTP сервера, и RTSP поток. В общем, все самые необходимые фишки тут есть. Напомню, что это такое. Электронная почта. Вот мы здесь настраиваем электронную почту, и камера, когда подключена к интернету, при тревоге отправляет нам на электронную почту фотографии, скриншоты. Та же фишка с FTP-сервером. Когда камера подключена к удаленному FTP-серверу, она отправляет на него не только фотографии при тревоге, но и даже обрезки видео там в 20-30 секунд, как настроите. А нужно это для чего? К примеру, где-то камера у вас висит, снимает, залезли воры и хотят прям вот камеру вашу украсть. А флешка у нее, напомню, стоит внутри, то есть все, что она пишет на свою флешку. И камеру с флешкой сперли, и все, у вас не осталось никакой информации. А здесь же камера будет до последнего на электронную почту и на FTP сервер слать и фото, и видео. И где вы можете потом это все спокойненько взять и просмотреть, кто же ее унес. Поэтому я считаю, что эти функции являются жизненно важными. Без них камеры, мало полезны на самом деле. RTSP поток же, в свою очередь, это для подключения к видеорегистраторам, в которых нет функции OnVIF. Хотя сейчас он есть везде, и эта камерка, кстати, OnVIF протокол тоже поддерживает. Поэтому, в принципе, камера классная, все свои новомодные фишки присутствуют. Поэтому можно сказать, что вещь очень хорошая. Ну а вот как светит эта мигалка, когда камера попадает в режим тревоги. Синий, красный, как милицейская автомашина. Прикольно. В темноте, конечно, это будет ярко и красиво, в принципе, вор испугаться может, но я бы сказал, игрушка, не более того. Вот в полной темноте можно увидеть, сколько у этой камеры инфракрасных светодиодов. То есть, как я говорил, 3 сверху и целая куча снизу. Светить она будет в темноте очень далеко. Ну и вот как светит эта камера обычными светодиодами. Свет, я вам хочу сказать, реально как от прожектора, аж засвечивает весь телефон полностью. Снизу у нас абсолютно все светодиоды светят обычным светом, они комбинированные с инфракрасным. И сверху 6 светодиодов, которые светят тоже очень-очень ярко. В общем, она светит реально как прожектор. Если попробовать немного снизить яркость на камере, то мы можем видеть все эти светодиоды. Вот они, пожалуйста. В общем, света выше крыши. Ну что, дорогие друзья, как вы поняли, игрушка очень даже ничего себе такая. Присутствуют все необходимые функции и отправка на электронную почту, и FTP-сервер. Я очень люблю эти вещи. Я считаю, что без них такие камеры просто не могут существовать. Хорошее качество изображения, отличная подсветка, прикольная фишка с этой мигалкой. Но единственное, что мне не очень в ней нравится, это габариты. Она реально огромная. Предыдущие камеры, которые мы с вами обозревали, были реально в раз-два меньше. А так, очень даже интересная игрушка. Можно советовать к покупке. Ссылочки, где я беру все эти вещи, конечно же, будут в описании. Там же будут ссылки на обзоры на другие мои камеры. Переходите, смотрите, информации куча и по настройке, и по разным моделям. Особенно на моем канале в плейлисте про видеонаблюдение для дачи.
Ознакомьтесь, если вы интересуетесь этой темой, будет очень полезно. А на этом все. Кому было видео полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!